Почему вдруг эта оса и паук сцепились в ужасной схватке? Все просто. Паук изо всех сил защищает свою жизнь. Если он не отобьется, то его ждет ужасная долгая смерть. Но, к сожалению, он обречен. Уж если и эта оса наметила себе цель, то она не отступит, пока не добьется своего. Эту осу называют оса-наездник. Все потому, что она седлает своих жертв, чтобы отложить в них яйца. Существует несколько видов таких ос, и яйца они могут откладывать в абсолютно разных насекомых. Например, в таракана. Причем осу абсолютно не смущает его огромный размер. Оса нападает на него и наносит два удара. Первым она отключает ему передние лапы. Второй удар прямо в мозг. Оса отключает ему способность к бегству и делает его абсолютно послушным. Затем изумрудная оса отводит несопротивляющегося таракана в заготовленную норку и откладывает в него яйца. Оса запечатает вход, чтобы таракан не смог убежать. Когда появляется личинка, она пожирает живого таракана изнутри, специально не задевая жизненно важных органов, чтобы таракан оставался живым как можно дольше. Так у личинки всегда будет свежая еда. Через месяц из гнезда появляется новая оса, готовая начать все сначала. Больше всего не везет паукам. Именно пауки являются любимыми инкубаторами для этих ос. Даже такие гиганты среди пауков, как тарантулы, не в безопасности. На них тоже есть управа в виде тарантуловой осы. Такой огромный паук – это сплошной белок, так нужный для будущих личинок осы, поэтому она не боится даже залезть в его нору. Паук попытался убежать, но бесполезно, оса гораздо быстрее. Она жалит его. От укуса паук парализуется, но не умирает. Личинкам осы нужно свежее мясо. Ну а дальше по старой схеме. Оса относит его в норку и запирает его там. А вот этой осе повезло меньше. Она также поймала паука и нанесла ему укус. Пока парализованная жертва ждала своей участи, оса принялась копать настоящую камеру пыток. Но паука заметили муравьи. Это легкая добыча для них, и они похищают его. Наконец логово готово, но паука больше нет на том месте, где она его оставила. Нужно его найти. Внезапно оса сама попадает в ловушку к другому страшному хищнику. Это личинка муравьиного льва. Монстр затянет добычу в песок и съест ее. Даже в жарких пустынях Намибии есть такая оса. Она бежит по раскаленному песку в поисках жертвы. Ей как раз пора отложить свои яйца. В пустыне мало растительности, и местные пауки делают норы в песке, чтобы спрятаться. Но оса его заметила. Паук, зная, что ему грозит, просто решает сбежать. Он делает лапки особым образом, так, чтобы получилось колесо, и просто скатывается по дюнам с хорошей скоростью. Осе его не догнать.